Ну, Здравствуйте. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник. Здравствуйте, Владислав Владимирович. здравствуй, неизвестный человек. Владислав Владимирович, меня зовут Тарасова Ольга Витальевна, отдел взыскания банка Тинькофф. Сочувствую. Зачем разбудили? Вам поступает по факту наличия задолженности у вас перед банком Тинькофф. Да нет у меня никакого долга. Владислав Владимирович, у вас задолженность по кредитной карте перед банком Тинькофф. Да вы что? А хотите прикол? Я вас запрашивал договор, а договора, оказывается, нет. Значит, и задолженности нет. Заявление анкеты – это одна из составляющих вашего договора с банком. И подписав заявление анкету, вы дали свое при чем согласие здесь на заявление обслуживание по условиям анкета? тарифной платы. Вы знаете, что вы мне прислали в качестве договора? Тарифный план. И все. Одну страницу. Там даже нету графы для подписи. То есть, я так понимаю, никаких документов я с вами не подписывал. Так что ваш руководитель отдела обслуживания разрешил мне денежные средства не платить. Я ясно выразился? Владислав Владимирович, подписав заявление анкету, вы дали свое согласие на обслуживание по условиям тарифного плана и условия комплексного банковского обслуживания, который также является неотъемлемыми частями заключенного с вами договора. Так, как тебя еще раз зовут? Ольга Витальевна. Оль, ты слышала вообще, что я тебе рассказывал? Ты это понимала? Ты это осознала? Ты это переварила? Может быть, мне по-другому надо как-то объяснить? Может быть, мне нужно тебе перевести на китайский, на татарский, еще на какой-нибудь? Владислав Владимирович, вы заключили с банком договор. И договор Еще раз говорю, состоит из нет нескольких договора. частей. Забудь про договор, нету его. Все. Ваш Договор руководитель состоит из обслуживания нескольких мне частей. сообщил о том, что никакого договора нету. Все. Закрываем эту тему. Дальше что? Даже не пытайся злить меня. На грубость ведь нарываешься. Владислав Владимирович, договор состоит из нескольких частей. Ваше заявление анкета, условия комплексного банковского обслуживания и тарифный план. Так, Условия и где? комплексного банковского обслуживания размещены в открытом доступе на сайте банка Тинькофф. Хорошо, где Ознакомиться с вашим тарифным документы, планом вы можете... которые я подписывал? Их нет. Вы можете для получения заявления анкеты отправьте в банк написанное вами от руки заявление в свободной Я форме, это удобно для делал. вас способом или по почте России, или по электронной почте. Я это делал. Нет, еще раз, хорошо, давай заново. Окей. Возможно, я как-то не так объясняю. Я в печатном виде на листочке, бумажке физической отправлял на юридический адрес Тинькофф банку заказное письмо с уведомлением о вручении, причем даже 2 письма, о том, что я затребовал те документы, которые я подписывал. Ваше заявление анкеты, договора и так далее. Мне присылают на неверный адрес, а не на адрес корреспондента, который указывал, совершенно другой адрес. И чудом Почта России отправила письмо туда, куда надо. Отправляет мне письмо, ваш работодатель письмо обычное, что уже не имеет ни малейшего значения. Отправляет мне обычное письмо, которое я нашел в почтовом ящике. Открываю, а что там? Информация о тарифных планах банка Тинькофф. Получается, ваш руководитель отдела обслуживания разрешил мне не платить банку Тинькофф в связи с тем, что просто как такового договора или иных документов, которые я с вами подписывал, их не существует. Я ясно выразился, да или нет? Владислав Владимирович, законных Да способов не оплачивать кредит нет. или нет? Я это слышала. Да или нет? Я ясно выразился? Я вас услышала, Владислав Владимирович. Я Я поняла выразился. всю информацию, которую вы предоставили. Вот. Но А тем не менее, насчет хочу обратить ваше законных, внимание. незаконных способов платить, ты мне сейчас будешь рассказывать про то, что в судебной практике такого еще не было и не будет. А я тебе скажу, что такое было, есть и будет.
Потому что если у тебя было бы хоть чуть-чуть мозгов, ты бы открыла бы интернет и Я вас посмотрела прошу бы, вернуться к что общепринятой манере происходит на общения. самом деле. Как Банк Тинькофф суды В противном всирает. случае я буду вынуждена прекратить диалог и зафиксировать негативную информацию в вашем кредитном деле. Господи, да хоть на лбу себе фиксируй, мне Вместо вообще того, посрать, чтобы потому что придумывать отговорки, ты уже на грубость нарвалась. На грубость ты уже нарвалась. Из-за того, что ты с первого раза слышать и слушать не можешь. Владислав Владимирович, вместо того, чтобы придумывать отговорки, чтобы снять Какие с себя отговорки? Я обязательства, тебе лучше говорю бы по факту. Ты есть на самая данный настоящая момент нелепая давайте лучше... отговорка того, что ты вообще позвонила. Тебе не стыдно то, что ты Владислав находишься на Владимирович, этой вы работе? сейчас... То, что ты названиваешь людям, Меня вводишь их в устраивает моя заблуждение работа. и Владислав просишь с них Владимирович, деньги. Дайте денег, дайте денег. Ты попрошайка у вас телефонная, имеются которой ты обязательства кроме перед как банком скрипта Тинькофф. ничего в своей жизни сейчас не видишь. А если у И тебя я с дети вами будут? прощаюсь. Если А вам если у тебя направлено дети будут, возврат что ты им долга будешь будет говорить? завтра. Я работаю телефонной Всего попрошайкой. доброго. До Мгм. свидания. Давай, всего плохого. Задумайся лучше над собой.